Здравия! Воистину, данная глава самая забавная. Речь идет про поставленного кем-то резидента, которого, как всегда, юридически нет. Зато много клонов по телевизору. И там говорят обратное, что оно президент. Но проблема в том, что все чиновники замещают должности. Прямой намек на оккупацию. Об этом же сказал еще в 2012 году бывший глава ВЦИК Чуров. Он вместе с Путиным при администрации Собчака в 90-х устраивал голод в Питере, разворовывая народное имущество. Кучу металла отдали за бесценок. Уголовные дела по наркотикам в порту и тому подобное. Даже за бугром были открыты дела. Если бы Сунцелики не сел в кресло, по сей день бы чилил на зоне. Чурова в тот год отодвинули от кормушки по каким-то неведанным нам причинам, и он решил поднасрать, сказав правду. Причем я видел два интервью. В первом ведущие охренели и не знали, что ответить. И тренер Вухи также затупил. Первое уже не найти в интернетах, а второе доступно. Вопрос тоже по закону. 41 статья закона о выборах президента Российской Федерации гласит, что любой кандидат, за исключением президента, который идет на второй срок, должен уйти в отпуск. Почему исключение было сделано для Владимира Владимировича Путина? Там не совсем так. Там лицо, замещающее государственную должность. А он замещает государственную должность? Да. Читать все не буду, делать усилия над собой. Статья 81, звездочка. Президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами и так далее. Забавно, граждан-то нет. Ролики по несуществующим гражданам СССР уже сделал и обосновал. Мне и самому интересно полностью разобраться с гражданством РФ, ибо это прям основная тема внутри системы, с ее юридическими фикциями типа граждан, физлиц, личностями и так далее. Но вот вместе с РФ и пришли великие писатели. А может, компьютеры уже тогда начали все это генерировать безразмерно. Чтобы сделать качественные ролики, придется перечитывать километровые простыни. Если интересна данная тема, срочно подогрейте меня баблом. Все засадил в крипту, и она последние полгода слабо кормит. Но уже начала полет в космос. Чего тупите, непонятно. Любите быть нищими. Время уходит. Дальше будет поздно. Вступайте в приватную группу по крипте, где все объясню за копейки. Скоро задеру цену в космос. Это последний шанс. Или просто зашлите денег. Пишите в Телеграм или на почту. Подписывайтесь в Бусти. Мне нужен серьезный стимул для данного подвига. Или может система просто зашлет мне кучу денег и я тупо заткнусь. А то народ умнеет и богатеет. Кошмар какой-то. Впрочем, биороботов хватит всем. 2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет. Постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет и так далее. Смотрите, сколько проблем сразу. Государства Российской Федерации нет. Граждан нет. А еще надо прожить 25 лет. Вопрос где? На морском дне? А закон о гражданстве ФЗ-62 с указанием процедуры появился аж в 2002 году. До этого они пользовались измененным советским, где не признавали гражданами всех граждан СССР, которых, как мы уже знаем, нет. То есть презик может появиться не раньше 2027 года. Впрочем, в прошлой редакции он мог появиться раньше, после 10 лет, в 2012 году. Думаю, для вводной части достаточно, есть над чем подумать. По кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру, ссылка в описании под роликом, можно ознакомиться с тем, как заслать мне тугрики и попасть в приватное криптосообщество. Всем добра, здоровья, процветания и денег.